Итак, начинаем очередное путешествие. Прибыл на границу. Еще вот мой автобус. На поезд будем садиться со старого вокзала. Старый советский вагон Аминдорф. Компания частная Турксиб. Наше путешествие на поездах из Астаны в Урумчи. Доехали на станцию Алматы-1. Сейчас я нахожусь на станции Байсерке. Оно расположено на 20 километров севернее станции Алматы-1. Станция Байсерке. Вид с моста. На станцию Байсерке прибывает поезд 6986 с сообщением Алматы-1, станция Алтынкөл на границе с Харгосом. Сәлеметсіздер. Так, один вагон. По этому маршруту ездит очень мало людей. Здесь Байсерке заканчивается, начинаются дачи 30-й километр. Так как в пригородных поездах постельное белье и принадлежности не выдают, будем спать так. Так как данный путь проложен через пески, ложат вот такие специальные материалы, чтобы песок не двигался. На данном участке сплошные пески и барханы. В общем, прибыли на станцию Алтынкөл с более чем двухчасовым опозданием. Получается, сейчас высадились здесь. Вокзала еще полкилометра идти. Прибыл на станцию Алтынкөл. Это прямо на границе с Китаем. Вот он вокзал. Теперь самая главная проблема — это перейти границу. Поезд прибыл двухчасовым опозданием, а следующий поезд на станции Харгос — это на территории Китая. Сядем на поезд до Урумчи. Сразу же за станцией пески. Местность песчаная. На станции Алтынкөл расположена гостиница для железнодорожников, а также вот контора станции Алтынкөл. Это общежитие станции Алтынкөл на балансе Казахстан-Темиржола. Так, прибыл на границу. Хорошие люди подкинули меня от станции до границы. Теперь нужно будет перейти границу. Здесь пешеход запрещен только на автобусе или на каком-либо ином транспорте. Поезд пригородный, который едет всего там 300 километров, опоздал более чем на 2 часа. По китайскому времени я брал билет на 8:30. А это, оказывается, по казахстанскому времени 5:30. Соответственно, на поезд уже опоздал. Сейчас сдал обратно билеты через приложение Trip. Сейчас еду в Жаркент. Здесь на погранпереходе Нуржола пеший переход запрещен, а автобусы людей не берут. Теперь мне необходимо ехать обратно в райцентр Жаркент, приобрести там билет на автобус и на автобусе пройти через границу. Пеший проход запрещен. Здесь вот стоят таксисты
За 1500 тенге от границы довозят до автовокзала города Жаркент. Уехать с границы не получилось, еду в Жаркент. Там сяду на автобус и как положено проеду через границу. Здесь прям на КПП не получилось проехать, автобусы не берут людей. С одной маршруткой договорился, но потом высадили. Автобусный парк города Жаркент. Рум-тур, телевизор. Я, к сожалению, не могу ездить, у меня одна рука травма. А там надо газовать правой рукой, а у меня правая рука протез. Да, чтобы зайти на заправку, мы просто заезжаем на заправку, а здесь нужно будет встать в очередь, получить пропуск. Только тогда можно будет зайти на заправку. Заправка вся огорожена полностью. Просто так на заправку не заедешь в Китае. Маленький китайский городок Харгос. Население примерно около 100 тысяч человек. Тихая улочка. Здесь, походу, арестовали. А? Полиция, да? Жаппептікі мана әскер бірінші рет қойып сен деп А, қағаз құтады. Харгос находится в Или казахском автономном округе. Здесь основные жители это казахи, уйгуры, китайцы. В основном жители ездят Nissan, Honda, Toyota, ну и китайские BYD, Volkswagen. Парк. Автовокзал. Нихау. Жиденшный гажу. Мынандай үйлер тұр жанында. Харгостан Құлжаға дейін осындай максустар жүреді. 45 юань. Вот сейчас подерутся. 他等了你1个多小时了。等我1个小时，我上车了吗？你跟我要钱，你是干啥的？上来就完不是，你是干啥的？跟我要100块钱。Таксист и клиент. 我就开个门走了。 Так вот громко разговаривают. 还要上着这。 Как будто сейчас начнут драться. 车是我开的。是他在这留下，他是对。 Вокзал Кульджи, по-китайски Ининь. Вокзал Кульджи огромный. При входе, как всегда, досмотр. Полностью все проверяют. Да, зашел в вокзал города Кульджи, Ининь по-китайски. Проверили от и до. Даже в аэропортах меня так не проверяли, как здесь при входе на вокзал. Все, сейчас я приобретал билет через приложение Trip. Сейчас будем смотреть, как оно получится его распечатать или войти без билета. Первый раз на поезде еду в Китае. Люди все уже в очередь встали. Одна очередь, потом там другая очередь.
И им по-китайски что-то сказали, сказали разделиться быстро, и они разделились. Наконец-то впустили на перрон, паспорт проверили, все проверили. Так, у меня там какой вагон, какой этот, так. У меня 5-й вагон, 76-е место. Поезд едет прямо от границы Казахстана, Харгос, до Урумчи-Нан. Да, вот мой 5-й вагон. Здесь тоже очередь. Вот она, очередь на сидячие места. Так, вот мой билет. 5-й вагон, 76-е место. Давайте, давайте, заходите, не держите. Да, да, все. Давай, пускай. Кыр. 有啥事儿直接说，说汉语。 Что происходит? Что происходит? Заходим, да? 对，979连前往乌鲁木齐南，有房看。 Так, здесь есть еще стоячие места и сидячие места. Я хоть успел ухватить сидячие места. Тут некоторые будут ждать освобождения места. Как освободиться, так сразу на это пустое место могут сесть. С таким правом купили билеты. Так. 76-е место. 76-е место, самое беспонтовое сейчас. Посередке еще. Прикинь. Еще. Да, проходим. Что за кипиш? Вот 76-е место мое посередке. Пол-4 утра. С Акульчи мы выехали 10 часов 15 минут. Уже едем сейчас более 5 часов. Абсолютно не выспался. Место выбрал плохое, сидячее по поезде до границы. Опоздал на 2,5 часа. В этой связи пришлось сдать билеты и заново покупать другие билеты, так как на этот поезд я опоздал. И соответственно купил билет сидячий с дорогой более 10 часов. Доброе урумчийское утро. Прибыл в Урумчи. Сейчас по местному 7 часов утра. Урумчи — это очень большой город, центр Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Население более 5 миллионов человек. Основные жители — это китайцы, уйгуры и немного казахов. Прибыл я на этом поезде в Урумчи. Южный вокзал. Оказывается, я должен был слезть на северном вокзале, но я там не слез. Из-за этого с меня содрали еще 8 юаней за проезд еще одной станции. Урумчи, Южный вокзал.
Привокзальная площадь. Огромный вокзал.